Ребятки, ну что, все уже начали фармить конфеты. Думаю, уже большая часть людей подали заявки на бокс. Вот. И есть, конечно, ребятки, которые уже нафармили просто колоссальное количество, больше 10 000 видел точно. На этот момент, скорее всего, у них уже там около 15 000 конфет нафармлено. Вот, активно идет движение. И, в принципе, топ-300, я думаю, что многие из нашего чата как раз попадут туда. Будем следить за всем, вот, за этим событием. И, в принципе, это все очень интересно, очень активно, очень все круто. Так, ребятки, пожалуйста, у кого включен микрофон, пожалуйста, отключите. Так, супер. Сейчас ожидаем Ваню. Ваня скоро подключится. Вот. Саш, пожалуйста, чекни Ваню. Возможно, он замотался или он сейчас, может быть, активно ходит. Э, Да, да, Артур, привет. Да, сейчас чекну, спрошу, где он находится, и позову его сюда. да, окей. Пока я продолжу, значит, сегодня обсудим амбассадорскую программу, обсудим, значит, Хэллоуин, который сейчас у нас просто активно идет. Вот, также, будем общаться на, тему нашего премиум-чата. Вот, и, соответственно, будем отвечать на ваши вопросы. И самое крутое событие, которое сейчас у нас проходит в период ивента, да, это то, что, мы каждый вечер в 8 часов по МСК, разыгрываем, значит, монетки, то, сколько вы зарабатываете конфет на, котах от 0 до, 5 уровня, да, вы получаете, такое количество конфет себе на счет. То есть, вчера у нас был первый такой турнир, можно сказать, да, бонусный. И, соответственно, приняли участие, порядка 20 человек. То есть у нас сразу 2 конкурса проводится. Первый конкурс — это, те ребята, которые набрали меньше всего конфет, да, и у них есть код с 0 по 5 уровень. Соответственно, на этом коте он, сражается. Можно, то есть максимум там 3 энергии. И вот сколько конфет, сколько побед он, забирает, за каждую победу, да, дается конфеты. И вот это количество конфет равняется этому количеству, монет. То есть мы зачисляем ему на счет. Вот. Второй, значит, конкурс — это, у тех ребят, у кого максимальное количество, конфет сейчас находится, да, у них, на счету. И, соответственно, между ними происходит, скажем так, турнир на 5 энергий на любых котах от 6 до 10 уровня. И, соответственно, кто, выигрывает максимальное количество боев, вот, он, значит, получает приз. Это, то количество конфет, которое он заработал, да. Мы начисляем ему, как вчера было, это на 10 уровне, значит, у нас Андрей и еще там, если не ошибаюсь, котик там, был у нас участник. Вот, значит, они вдвоем разделили первое место, и выиграли по 5 боев. Вот. И, соответственно, если это 200 конфет, то есть он получает 200 монет. Плюс к этому, если он в этот день выставлял кота на продажу, да, у нас на маркете, либо является участником премиум чата, соответственно, он получает удвоение. Так, кто-то включил микрофон, да. Вот, и, забирает, соответственно, банк. Э, это по 20 монет каждый из участников, да, скидывается. И, соответственно, забирает банк 200 монет, плюс 200 монет — это, то, что он нафармил столько конфет. И если он является еще участником премиум-чата и выставлял кота на маркет, да, и он еще удваивает эту сумму, то есть, порядка 600 монет он забирает. Вот, поэтому, пожалуйста,
после АМы подключайтесь, мы будем проводить этот розыгрыш, вот, и будьте с нами до конца. Так, ну, еще хотел бы вам рассказать, да, о новой фишке, которая сейчас запустилась уже. Вот амбассадорская программа. Я ее немного почекал, да, посмотрел. Значит, все очень интересно на самом деле. Значит, что сейчас будет проходить? Это не просто реферальная программа, то есть это еще не реферальная программа. Это как бы э, на данный момент вот у нас в нашем чате, да, на нашем канале Алекс является организатором, и он может участвовать в амбассадорской программе, то есть он как основатель канала может проводить, соответственно, свою политику, продвигать контент Валкина и, соответственно, завлекать максимальное количество значит, игроков в данный проект. И, соответственно, он будет получать определенные бонусы, которые он может, скажем так, разыгрывать у нас на нашем канале. Также будут определенные преимущества. Ну, соответственно, о преимуществах конкретно я не знаю. Вот, возможно, если Алекс в курсе, вот, может быть, он нам подскажет. Алекс, есть такая у тебя возможность Слышно? рассказать? Да-да-да, слышу. Раз, два, три. По амбассадорской программе действительно интересная новость сегодня вышла. Важно отметить, что в ней могут участвовать не только Алекс, да, который организовал канал, как ты, собственно, сказал, а абсолютно любой человек, у которого есть живые или неживые какие-то, ну, плюс-минус социальные сети, да, либо это там Инстаграм, Ютуб, либо там Телега, без разницы, по какому если есть какая-то медийность определенная, да, либо есть желание в этом Мгм. развиваться, то можно подавать заявки. Мгм, мгм. А как ты вообще видишь Да. развитие данной темы и как оно, вот, по-твоему, повлияет на вообще на проект? Насколько круто это все С точки зайдет? зрения, да, я понимаю, понял, о чем ты спрашиваешь. На самом деле варианта два, мне кажется. Это то, что, ну, допустим, сравнить наш канал, да, вот YouTube у нас 1500 подписчиков, Telegram 1500 подписчиков, ну, плюс-минус. Это одна история, да, но у нас, по сути, все такое комьюнити Волкин. И все люди про крипту, все прошаренные. Это одна история. Но другая, допустим, да, возьмем какой-нибудь, не знаю, ну, какой-нибудь человека, да, там 100 тысяч подписчиков, ну, там детский канал, например, или там 50 тысяч подписчиков travel-блогер. Вся эта история, если у человека есть Волкин, и он как-то, он тоже может участвовать в амбассадорке. Поэтому варианта два, мне кажется. Либо они сделают ставку на такую вот историю с комьюнити, да, как вот, допустим, у нас. Типа, ребята, давайте создавайте какие-то свои движухи, делайте делаете какой-то хайп, да, в нашей внутренней кухне. Мгм, мгм. В плане того, что, типа, вот какая-то известная личность, допустим, не знаю, там сейчас Влад А4 какой-нибудь, да, там чисто детский канал, детский контент, 10 миллионов подписчиков, вот, Ну, там амбассадор 50 Волкин, у него допустим. даже. Ну, я, Ну да. вот. И на месте разработчиков я, наверное, делал бы приоритет в сторону больших блогеров, потому что это, ну, это логично, да, есть большая аудитория, человек о ней постоянно говорит, а то, что, ну, как бы это бы давало бы сильные плюшки, вот, в качестве прироста аудитории. А то, что мы с вами тут делаем, да, то, что там с вами чаты проводите, там, не знаю, я вот YouTube веду, и там все это, телега у нас организована, это уже для таких прошаренных людей, это больше, наверное, про комьюнити менеджмент. Вот. Поэтому, мне кажется, разделиться эта амбассадорская программа на такие две части, как организаторская и именно амбассадорка. Вот. Хотя, возможно, сейчас закончу, при реферальной программе будет уже актуально именно вот этот вот путь с блогерами, да, если у человека большая аудитория, тогда реферальная программа будет довольно актуальна.
Мгм. Ну, в принципе, да, я с тобой согласен. Амбассадорка, в принципе, это больше даже, наверное, предполагает аудиторию, которая, скажем так, не совсем даже направлена на крипту, да, на GameFi и так далее. То есть это, скорее всего, абсолютно разноплановое направление, да, и каждый человек, у которого есть сейчас на данный момент какой-то канал сугубо по его тематике, да, он может освещать, скажем так, где он находится, чем занимается, да, и, соответственно, сюда прикрепить Валкин и каким образом он там повлиял на его быт и на жизнь, да. Вот, и, возможно, кто-то из подписчиков, кто является фанатом, скажем так, он начнет пользоваться данной фишкой, да, и начнет играть, и, соответственно, будет приток новых пользователей. Вот, поэтому, конечно, 100% это очень позитивно повлияет вообще на весь проект, и на цену токена. Вот, в любом случае это будет вовлеченность определенной степени. И, как мне кажется, что, многие из нас, кто, сейчас в Алкине очень хорошо ориентируется, да, скорее всего, может быть, начнет создавать там какие-то свои, каналы, вот, и на "Ютубе", и на "ТикТоке", и, как бы больше, может быть, направленные на образовательное, да, направление, то есть в этой сфере. То есть показать, как в это играть лучше, вот, какие-то фишки, лайфхаки, да, показывать, значит, и, соответственно, этим же и развивать не только проект, да, получать какие-то супер классные бонусы, вот, от разработчиков. Скажи, пожалуйста, а ты, знаешь вообще какие-то, то есть какие плюшки вообще дает амбассадорская программа, да, конкретно для, человека, который захочет стать амбассадором? Алекс. Токен я не знаю, потому что они еще не выкатывали условий. Это все догадки, но в принципе амбассадорская программа предполагает собой какой-то условный контракт, да, где с тобой заключают определенный договор, что вот ты делаешь определенное действие, получаешь за это, скорее всего, токены проекта. Вот. Будут они залочены, будут они, не знаю, сразу же в свободном доступе. Это тоже все, мне кажется, ну, и пока нет никакой информации на этот счет. Вот. На мой взгляд, то есть актуально, не знаю, 5 тысяч монет, 10 тысяч монет за вот нашу какую-то вот эту деятельность. Ну, мне кажется, сопоставить аудитории. Да, если это какой-нибудь там Влад А4, то, скорее всего, с ним там можно, не знаю, долго включать. Ну, то есть мы сейчас таких в кавычках, да, берем Влада А4. Вот, не знаю, почему к нему привязался. Вот, ну, короче, это обычно такие контракты, где тебе прописывают токены проекта, и раз в период ты их получаешь, либо не получаешь, ну, потому что они у тебя залочены. Вот, поэтому в таком формате это все идет. Но, кстати, еще вот важный момент в том, что в договоре может быть прописано, как ты можешь отзываться о проекте, да, то есть только позитив о нем говорить или только с одной стороны. Вот этот вот момент я сегодня так думал о нем, и если получится так, что все-таки получится попасть в амбассадорскую программу, то я на самом деле не очень готов как бы всегда и полностью поддерживать проект, потому что, мне кажется, в том-то и был интерес того, что, ну, то есть в роликах мне не получается найти только позитив. То есть я такой более скептически где-то в каких-то моментах могу быть настроен, например, там, чем ты, чем Ваня, допустим, да. Вот, хотя мне проект очень нравится, очень заходит. Вот, Ну, но если о нем придется говорить как бы только в положительном ключе, я не думаю, что э, мне это подойдет. я с тобой согласен, потому как, в принципе, нужно ко всему относиться объективно, соответственно, к любому абсолютно проекту, и это
Также Волкин является не исключением. То есть нужно рассуждать и понимать со свежей головой, да, там, то есть, что мы все находимся хоть и в одной лодке, да, но есть как бы чисто субъективное мнение, а есть как бы немножко нужно отходить в сторону и смотреть как бы на эту картину более объективно. Вот, и это действительно круто, что ты ведешь такую политику, да, что каждый проект, который ты сейчас освещаешь, он является не просто субъективным, и ты слушаешь абсолютно разные мнения и делаешь свои выводы. Вот, это супер. Соответственно, на данный момент, если, ребятки, у кого-то есть еще вопросы вообще по этой тематике, пожалуйста, поднимите руки. Вот, я вам дам слово и ответим, если мы располагаем данной информацией. Вот, если нет, тогда пойдем дальше. Еще сказал по поводу YouTube-каналов, чтобы народ создавал свои YouTube-каналы, да, и освещал какую-то образовательную деятельность. Мне кажется, это вообще супер крутая история. Вот. И если у нас получится сделать какой-то фонд, условно, да, вот вы сейчас конкурсы проводите, прям, ну, здорово. Это как определенную аудиторию, да, это как стимулируете людей там с нулевого, с котами нулевого уровня там, до пятого, да, как-то двигаться в игре. Короче, это, ну, это крутая история. Вот. Если у нас получится простимулировать создание YouTube-каналов, и это вообще прям мега-бомба, мне кажется. Вот. Надо подумать, как это можно организовать. И, кстати, да, если это будет амбассадорская программа, то, мне кажется, ну, если у нас получится попасть в нее, если там все условия у нас как раз-таки оттуда можно и будет создавать этот самый фонд. Вот. Что думаешь? Да, я с тобой полностью согласен. На самом деле это бы очень круто повлияло на движение проекта вверх. Так, Мишань, ты хочешь сказать какой-то вопрос? Пожалуйста, скажи. Если да, то подними руку. Еще раз я тебе дам слово. А, Значит так, все всем понятно. Я так понимаю, что сейчас никто пока не собирается организовывать канал. А есть у нас вообще такие люди, кто хотел бы создать канал, и есть определенный опыт в создании контента подобного вида, да, вот, и, в принципе, продвижение. Это б действительно было бы очень круто, и можно было бы на самом деле, скажем так, да, объединиться в данной тематике и, соответственно, завлекать образовательный контент, он бы как бы создал бы такой резонанс определенный, да, потому как многие люди, которые не понимают ничего в криптовалюте, да, и в остальных, скажем так, моментах, этого плана, и, соответственно, они бы начинали потихоньку заходить и образовываться. Потому как, насколько я знаю, у нас в чате есть немалое количество людей, которые вообще первый раз столкнулись с криптовалютой, и, в принципе, данный проект этому поспособствовал. Да, то есть раньше они вообще не понимали, что это и зачем оно нужно. Вот, и когда они начали с этим ознакомливаться, да, и, ну, увидели определенный прогресс и то, что можно делать действительно крутые вещи, крутые продукты и двигаться вперед. Так, ну что, ребятки, данную тему, я думаю, что мы раскрыли. Давайте теперь поговорим значит, нашем ивенте, Хэллоуине. Вот, я думаю, что эта тема зашла абсолютно всем, и действительно очень круто собирать конфеты. И, в принципе, когда ты собираешь конфеты, насколько вот у меня это происходит, да, я примерно даже понимаю, какой у меня сейчас винрейт, вот, насколько он крут или не очень, да. Вот, потому как, в принципе, конфеты неплохо так иллюстрируют, соответственно, это,
эта вещь, да, то есть то, что происходит у меня сейчас на моем, скажем так, телефоне с моими котами. Вот, на данный момент я вышел где-то на заработок плюс-минус там до 700-800 монет, да. Сейчас большую часть времени отдал бриду, вот, потому как я насобирал большое количество гемов, примерно было у меня 30 тысяч, сейчас там на бридил, плюс поднимал очень много котов в уровне там до 10, да, для того, чтобы делать максимально крутые бриды. Вот, сейчас еще 25 тысяч у меня есть, поэтому буду собирать команду, да, котов, которые буду, соответственно, потихоньку бридить и гнать вверх. Вот, конфеты, в принципе, они на данный момент повлияли, скорее всего, на то, что я некоторых котов хотел продать, да, для того, чтобы монеты использовать для брида. Вот сейчас на недельку притормозил, то есть как бы котов не продаю. Соответственно, сейчас фармлю монеты, накапливаю потихоньку и думаю, что эту неделю я буду чисто накапливать. Вот. И, соответственно, ивент внес свои коррективы в мою систему. Вот. Я вообще думал со всех моих телефонов, да, которые там жены, ребенка и родителей, перекинуть всех котов на один телефон. Был такой вот у меня такое, как бы сказать, чувство, что надо сделать, чтобы попасть в топ-300. Вот, но все равно думаю, что не буду я этого делать, потому как мне кажется, что эти боксы, они, да, крутые, я не спорю, но, скажем так, перекинуть котов это достаточно много займет. Ну, по времени, может, и не так уж и много, но тоже уйдет там несколько часов. Вот, и плюс еще комиссию, не забывайте. Вот, поэтому можно было бы, да, действительно собирать нормальное количество конфет, попасть в топ-300, но как бы я от этой идеи решил все-таки отказаться. Вот, если повезет, да, получу бокс, вот, не повезет, как бы не получу. Вот, и в принципе мы недавно вот с Сашей общались, Саша сказал, что он хочет свой бокс, да, который ему попадется, он разыграет на аукционе. Вот, и я, в принципе, с ним согласен. Это было бы действительно очень круто. Вот, так что, если мне тоже попадется, я тоже бы разыграл, скорее всего, аукцион сделал бы, потому как я вижу, что аукцион у нас заходят. Вот, у меня еще такая идея есть. У меня сейчас есть 2 кота. Значит, оба 10 уровня, и у них сила, получается, у одного 83, и у второго 83 сила. Вот, и я их буду скрещивать и капсулу выставлять на аукцион. Я думаю, что это произойдет после того, как мы проведем конкурс, вот, и Саша выпустит анонс. Будем это делать также до воскресенья, будет время для того, чтобы поторговаться, и, соответственно, кто больше всего предложит, мы ему сделаем, то есть откроем капсулу откроем в прямом эфире. Вот, это будет чуть позже. Значит, лично у меня как бы ощущение значит, вот этому, по конфетам, по Хэллоуину, то, что данные боксы, да, вот эта движуха, она внесла как бы вот, как вот у меня, да, определенные коррективы, так, я думаю, еще и у многих, потому как каждый день мы видим скрины, да, вот кто сколько насобирал конфет, соответственно, значит, движение идет. Это первый момент. Второй момент, если вы заметили, на маркете вырос флор на обычных котов, да, 6 уровня, и мое ощущение, что до середины, ну, еще где-то 2-3 дня, скорее всего, будет флор, скорее всего, подниматься и дойдет до 600 монет. Соответственно, если он будет больше, чем 600 монет, скажем, 630, да, то уже
плюс-минус можно в ноль бридить 6 уровни, то есть если в этом есть необходимость, да, то есть уже можно либо купить, да, на маркете, вот, но если это будет дороговато, то я думаю, что люди просто будут бридить котов между собой и получать вот этот, то есть вот этого кота, да. Ну вот, если, соответственно, цена там пойдет еще выше, то, соответственно, будут бридить еще больше. Вот, в любом случае, по моим ощущениям, флор выше, чем там 650, скорее всего, не дадут подняться, потому что будут делать бриды, да, и ради там 20-50 монет, скорее всего, будут продавать котов. Вот. Но второй еще заметил, что флор на 8 уровне тоже вырос. То есть он был где-то порядка 980, вот так до 1000 там доходил, но падал до 980. Сейчас вот, насколько я вот последний раз смотрел, флор был 1030, 1050, 1080, то есть он как бы растет. Это, опять же, это все повлиял вот этот Хэллоуин, да, 1300 боксов, где 300 боксов получат бесплатно топ-300 человек, которые нафармят больше всего конфет, да, и 1000 боксов распределится между, значит, всеми, кто подал заявки и насобирал 1000 монет. Вот. И это будет, конечно, очень тяжелая гонка. Я думаю, что если я или Саша все-таки получим боксы, это будет очень-очень прям круто. Вот, это эксклюзив будет. Возможно, есть, конечно, резон. Вот сейчас как бы еще не поздно, да, если кто-то подумал, и у них, то есть у него есть там жена, там брат, может быть, да, вот собрать всех котов на одном аккаунте и, соответственно, фармить конфеты для того, чтобы попасть в топ-300, то, в принципе, может быть, есть смысл. Лично у меня, как бы, я за этим гнаться не буду, то есть будет возможность, я попаду как бы в данный список, точнее, дадут возможность, может быть. Вот, но я думаю, что, скорее всего, я не попаду, потому как на данный момент у меня мало монет. Ой, монет, говорю, у меня мало конфет, это где-то порядка 5-6 тысяч, то есть если учитывать то, что у ребят там уже за 12-15 тысяч монет, то, в принципе, я далеко позади. Вот. Э, Соответственно, тут уже решение принимать вам. Вот. Ребятки, если есть вопросы, да, вот я вижу, Сергей, у тебя вопросы, так понимаю, да? Вот я тебе сейчас дам слово, пожалуйста, задавай. Да, Сергей. Да, я тебе дал слово. Если есть у тебя вопросы, пожалуйста, задавай, буду отвечать. Так, подключается к нам уже Ваня. Это мне дал слово, да? Да. Да, Сергей, я тебе дал слово. Если есть вопросы, я просто думаю, что ты хочешь какой-то вопрос задать, потому как ты уже очень долго поднимаешь Да, руку. был вопрос. Я что-то Да. задумался. Так, что там? Ну, расскажи пока, почему ты не хочешь, типа, ну, ты сказал, типа, я не буду за этим гнаться, типа, но это плюсово. Если это плюсово, почему ты этого не хочешь делать? Или ты не думаешь, что это плюсово перекидывать, ну, типа, котов с аккаунта на аккаунт? Ну, смотри, просто получается как, вот на данный момент я, в принципе, в прямом смысле, да, я не понимаю, сколько будет стоить бокс. То есть, ну да, понятно, что 1200 монет я потрачу, точнее, я его получу бесплатно, это плюсом 1200 монет, вот. То есть, в принципе, я, возможно, окуплю, значит, перекидку котов, вот, это первое. Вот, ну, какая будет цена его? То есть мне же их потом нужно будет обратно поперекидывать, это тоже надо учитывать. Вот, это второй момент получается. Вот, и, соответственно, это времени тратиться будет, ну, на порядок больше, потому как вот у меня
сейчас хоть я там несколько котов продал, то есть у меня все равно там около 50 с чем-то котов, да. Вот, да, у меня там где-то около 12 штук у меня на 10 уровне. Вот, и в Ну, принципе, да-да. я думаю, с таким количеством котов, и ты говоришь по 700 монет в день, я думаю, ты будешь точно в топ-300. Даже я там со своими, сколько там у меня там 8-9 котов, из них 3-4 десятки, вот сейчас четвертая получилась, аравку я довел. И получается, ну, то есть у меня там это 1000 конфет я нафармил там, ну, за первые там, за первый час. Вот, и как бы я думаю, что... И там, ну, по заявкам видно, что там сколько сейчас, 1500 заявок, то есть я думаю, у тебя шансы там очень, очень большие. То есть ты, скорее всего, попадешь и так. То есть тебе не обязательно какие-то схемы для этого проводить. Да, Вот что я ну, хотел. И да-да. еще, подожди, мне типа про это я хотел спросить. Сегодня вышла какая-то новость, я там что-то пытался мне прочитать, но ничего особо не понял, какие там амбассадоры, это вообще кому, для кого, зачем, то есть это ну, не для простых смертных, правильно, походу, это для кого-то, типа, у кого есть каналы, там какие-то выходы на массы, правильно? Можно Или я просто отвечу на этот вопрос? Всех Да, приветствую. пожалуйста. Да, мы вначале рассматривали его. Да, конечно, Ваня, ответь, потому как... Всех приветствую, да. Так, вот удалось подключиться. Будем считать, что просто сдвинулись часовые пояса. По поводу амбассадорской кампании, да, вот этой всей. Каждый человек, который просто проявляет себя, которому интересно и хочет каким-то образом там возглавить движение какое-то, является такой, либо медийной личностью, либо той личностью, которая готова громко заявлять о проекте, может подать заявку и стать амбассадором. То есть это не какой-то для селебрити или каких-то специально уникальных людей с сверхспособностями, с самыми прокачанными аккаунтами и так далее, и так далее. Нет, здесь больше фактор будет влиять, какими качествами обладает сам человек. То есть есть ли в нем лидерские качества, готов ли он за собой вести людей, да, рассказывать им, объяснять. И, соответственно, такие ребята, они становятся амбассадорами, потому что проект их поддерживает. Они поддерживают проект, помогают ему развиваться, просто несут позитивный вайб, и, соответственно, за это компании их награждают некими бонусами, да. То есть это, в принципе, такое, знаешь, по какому-то счету можно даже подумать, как некий бартер, там, например, да, потому что, ну, эти дополнительные бонусы, может быть, не знаю, какие-нибудь котлеты, шмотки, там, что-либо еще. Так я уже амбассадор, получается. Ну, у тебя же Я нет уже договора, просто... правильно, конкретного Нет, с ними? договора нет, я просто случайным образом там рассказываю друзьям, там, на Ну, работе смотри, и так далее, там, еще да. 10 Ну, привел, просто случайно. да, я понимаю тебя. Просто смотри, когда ты медийная личность, то ты вещаешь не на 10 человек, ты вещаешь на 10 тысяч человек, да, и это немножко, ну, как бы Не, ну большая охвата у меня разница. больше, я просто между делом, Да, вот я про то вот, говорю. Типа, если да, заняться потому что можно смотри, вплотную, то да. да, вот в том-то все и дело, что если ты амбассадор, и ты готов за это браться, то это как работа. То есть все, твой аккаунт становится публичным, да, ты в принципе публичная личность. И к тебе будут сыпаться куча вопросов, да, вот как вот Айгар, например, сейчас. Он, условно говоря, вот как комьюнити-менеджер, но он в некоторой степени как амбассадор, то есть он лицо компании, да, и вот конкретно в это вот направление, тем более, что это комьюнити-менеджер, да, то есть это очень близко к амбассадору. И ты представь, какой у него завал. Да, сколько ему пишут, сколько к нему обращаются, сколько людей пытаются там познакомиться, сколько пытаются там использовать личные связи и так далее. Люди так раскрываются по дороге к успеху, вот, что это, ну, знаешь, чтобы это все пройти, нужно обладать некими качествами, да, как раз такими лидерскими, когда человек просто делает дело, не обращая внимания на все остальное, но делает дело качественно, да, не обращая внимания там на кипиш, хейт, какие-то волнения и так далее, то есть, ну, вот, это амбассадорка, да, это работа. То есть Ясно, это понятно. как, Иван, ты подал заявку, я надеюсь? Я ее подам в любой момент, и я просто так тебе скажу, что я это объясняю. То есть у меня есть все Если будет шансы голосование, стать... буду голосовать за тебя. Смотри, у меня есть все шансы. Я просто хочу, чтобы ребята, которые здесь присутствуют, все услышали, что я, ну, как обычный человек, да, просто у меня есть какой-то опыт, знания, время, которое я могу посвящать разным проектам. И в то же время я за счет того, что уже мне годиков побольше, там 40, да, это уже что воспитывается за это время? Ну вот умение брать на себя ответственность и доводить дело до конца, да, и понимать уже за счет опыта, какая нагрузка может быть в каких делах. Я очень много занимался пиар-менеджментом, развитием направлений, каналов
и знаю эту историю изнутри. И, знаешь, когда человек вот, он молод, в нем много амбиций и желания сделать что-то классное, у него больше шансов пробиться, потому что он еще не знает, насколько это тяжелый труд, да. И поэтому зачастую как бы вот в амбассадор идут такие вот молодые, горячие парни там и девчонки, у которых кровь кипит, они прям вот взахлеб, там, знаешь, им проект нравится, все классно, и они прорываются, потому что там нужна вот именно такая мотивация крутая. Чем ты старше становишься, тем более ты расчетливый, да, вот этот опыт против молодости. Почему такая идет дискуссия? Потому что молодость, это, знаешь, вот прямо на амбициях, прорываясь, там, да, не обращая внимания на какие-то там неудачи, травмы там, или что-то еще. А опыт – это вот умение правильно рассчитать свои силы, чтобы тебя хватило там, максимально, да, качественно на длинной дистанции. Вот. И здесь тоже такой выбор начинается. То есть я понимаю, что если я отправляю письмо, и еще тем более выбираю там, амбассадором, что это будет, это серьезная работа. Да, это не просто так вот зайти в чат, там что-то ответить с ребятами, пообщаться, как у нас здесь с вами со всеми вот это все общение организовано, да, вот. А это уже будет совершенно другой уровень. Поэтому, ребят, те, кто готовы, да, брать на себя эту нагрузку и понимают, что у вас есть ресурсы на это, то есть это нужно время, да, это нужно тоже какие-либо вложения делать, это не то, что там начинает спонсировать так прямо и давай, да, то есть это нужно и собственно вложения делать, усилия, там, развивать социальные сети, там, да, вот это медиа прокачивать. Если у кого-то уже есть опыт ведения каналов, то классно, есть преимущество, потому что это большой путь. Да. Я вот вел канал с 2016 года, YouTube, и знаю, какая это тоже работа. Поэтому, если есть время, желание, амбиции, опыт и так далее, прям, ребята, все прорывайтесь. Если хотите, ну, там, то участвуйте, да, но в то же время понимайте, что это, да, это непросто. Да, Ваня, еще я хотел добавить, ребят, на самом деле амбассадорская программа это не то же самое, что и реферальная система, поэтому сейчас это не путайте, потому как амбассадорская программа действительно это когда ты ведешь, скажем так, целую систему, да, то есть у тебя канал, скажем там вот как у Алекса, да, на Ютубе образовательного плана как бы и обозревательный. Вот, и новостной, все как бы в одном, да, и плюс у него, соответственно, вот сейчас есть чат, да, где мы все обсуждаем определенные проекты, и один из чатов это Валкин, да, есть там другие чаты, там Step Up, если не ошибаюсь, еще Pancake, да, что-то, ну, то есть там несколько еще каналов есть. Писер, канал Писер. Да, я не помню, как он там называется, да, ну, просто что я другими проектами не занимаюсь, а занимаюсь только Валкиным, да, потому как считаю, что если я усилия влаживаю, я должен что-то делать одно хорошо, чем делать очень много и плохо. По чуть-чуть, Вот. да. Да, поэтому нужно чем-то заниматься, тем, что тебе, во-первых, по кайфу вот это делать, во-вторых, это несет определенный как бы позитив, да, и ты даешь толчок другим людям тоже. Мне это, в принципе, очень все близко, да, и я этим занимаюсь с большим удовольствием. Вот, то, в принципе, то, что делает и Ваня. То есть мы сюда выходим в прямой эфир не потому, что, да, мы за это там какие-то деньги получим, а потому что нам просто это приятно делать, доносить определенную информацию, свои мысли, делиться этим, вот, и дай бог, чтобы это принесло и вам пользу, да, и вообще в проекте, может быть, как-то и в жизни это обернется определенным плюсом, вот. Да, у нас каждый день добавляются новые и новые люди. Если вспомнить, когда это все начинался, вот этот чат, да, и вот уже вот эти вторые лутбоксы, пошел больше и больше движ. Алекс уже сделал не первое видео, и мы вот потихонечку также собирались. Чатов было очень мало, комьюнити был не развит, в общем чате был вообще бардак, сейчас еще более-менее, да, устаканилась ситуация. Тогда было очень много проблем, вот. И вот так же мы собирались, находили друг друга и делились информацией, и кто-то чуть больше что-то попробовал, уже узнал, и мы это применяли. И точно так же происходит и сейчас. Каждый день, вот за счет чего проект растет, за счет того, что приходят новые пользователи. И они всегда могут получить какую-то интересную, классную информацию, которая будет им помогать развиваться. Потому что есть ситуации, например, когда человек зашел в проект, купил себе там котлетов, шмот, и вроде сидит фармит, а потом уперся и не знает, что ему дальше делать. Он не понимает. Да? Он не понимает всех механик, что как кого апнуть, как кого продать, через кого инвестировать, сколько гемов, там, как рассчитать и так далее. Этой информации очень мало, ее нет в общем доступе такого гайда, да, и она вот есть здесь. За счет этого
мы развиваемся сообща, все вместе, да, и вот те, кто ребята постарше, всегда я рад, когда они помогают, подсказывают тем, кто что-то не понимает, или такие вот заезженные там 3000 раз уже вопрос за день, да, и все таким, ха-ха, там кто-то оп-оп подсказал. То есть нужно обращать на это внимание. Чем больше растет проект, тем больше новичков у нас, тем больше вот нашим, как бы такой, наших возможностей им помогать развиваться. Вот. А за счет Да, амбассадорки супер. это еще можно мощнее делать. Да, полностью с тобой согласен. Дальше, значит, скорее всего, будет реферальная, да, программа. Я так думаю, что это будет ближе туда уже к концу месяца. Вот, и вообще этот месяц больше, наверное, будет посвящен именно такому массовому скоплению, точнее, мотивации людей на то, чтобы мы выходили не просто, да, между собой общались, а чтобы транслировали вообще сам проект и в "Ютубе", да, и как бы в наружку, скажем так. Потому как на самом деле, концепция, Валкина то есть для чего он, больше всего, да, на кого он направлен? Он направлен на то, чтобы, завлечь, людей, которые не знают ничего о, криптовалюте, ничего не знают как бы о, данной сфере, направить их, сюда, к нам в это движение, потому как на самом деле здесь еще никаким образом не раскрыто нормально, да, ну, как, насколько я считаю, да, то есть данная тематика, вот, то есть насколько она продуктивно может работать в жизни, да, и насколько блокчейн может абсолютно легко продвинуть технологии вперед, вот, и связано это абсолютно со всем, то есть с любой сферой нашей жизни, начиная от роботов, да, заканчивая там машинами, которые могут летать и так далее. Вот, поэтому на данный момент будет очень крутой большой скачок, если мы все начнем делиться информацией и показывать, как можно, играя в Valkin, да, знакомиться с криптовалютой, вот, и как она работает, насколько она безопасна. И, в принципе, блокчейн, да, может сделать проще тоже управление государством, то есть все будет прозрачно. Вот, кто вот не знает вообще и, в принципе, да, только вот познакомился с котами, в любом случае вы начинаете смотреть, так, что такое Solana, почему она там построена, Валкин на Solana, какие там транзакции. На самом деле очень все открыто. Вы можете, да, зайти через SoulScan, посмотреть там котов, значит, абсолютно всю информацию, всю подноготную, посмотреть транзакции, посмотреть, куда разработчики что там отправляют. Можно посмотреть кошелек маркета, то есть то, куда все комиссии отправляются. Соответственно, также на блокчейне есть вот наш человек, который занимается ботами, да, он разработал, значит, такого бота, который у нас есть сейчас в премиум-маркете, который отслеживает, какое количество котов, скажем, продается и покупается, вот, и так далее. То есть очень-очень на самом деле много фишек, которых вы не можете знать, да, потому как вы, скажем так, не углублялись в данную тему. Вот, но когда вы начнете немножечко больше открывать занавес, вы начнете видеть, насколько вообще крутая технология, насколько это все дальше пошло, чем просто там программирование, да. Вот, поэтому, пожалуйста, попробуйте немножко, скажем так, углубиться в эти вопросы, да, и вы поймете, что Валкин на самом деле несет намного более ценную, скажем так, ценность намного выше, да, чем просто ходить. Вот, но на самом деле просто ходить это тоже феноменально, да, то есть он сделал акцент на самое легкое, на то, что делает каждый человек каждый день. Вот, и поэтому я думаю, что успех в любом случае не за горами. Вот, иксы тоже не за горами. Вот, самое крутое это то, что мы сейчас здесь, да, мы первые.
Вот, и, в принципе, это новый способ донести людям информацию, новый способ информировать и дать им знания. То есть вот Валкин именно вот это все выполняет. И поэтому то, что касается амбассадорской, да, программы, реферальные разных вот этих движений то, что проводит Валкин, вот, сейчас сыграют очень-очень просто позитивную роль на, скажем так, на монете мы это увидим, потому как на данный момент я смотрю на график, да, и понимаю, что мы, в принципе, находимся уже на таком, скорее всего, развороте, потому как а, просто монеты у всех холдеров, да, стоят, никуда не шевелятся. То есть все понимают, что что-то сейчас будет. Вот, какое-то движение будет очень серьезное, поэтому я думаю, что лично я тоже собираю монеты, максимально увеличиваю количество котов, да, чтобы фармить каждый день больше. Вот, немножко, конечно, меня вот этот ивент отбросил, да, вот, но все равно я сейчас буду собирать котов для того, чтобы, ну, то есть я их поднимать там буду стараться и в рарности, и в уровнях, да, вот, у меня есть, да, те генезисные коты, которых там порядка 35-36 штук, да, я их вообще трогать не буду, это чисто такая, знаете, как инвестиция, лично мой взгляд в будущее, да, вот, есть определенные, скажем так, понимание того, скорее всего, что будет дальше и какие Валкин готовит сюрпризы и, ну, скажем так, бонусы для генезисных котов, вот. В любом случае сейчас цена не, она очень низкая, вот. И я думаю, что в дальнейшем это все будет исправляться тем, что зайдет большое просто количество людей, да, также амбассадорская программа, и потом сверху будет реферальная, которая будет работать больше на личные приглашения. Она сработает и сделает свою функцию, свою роль как бы выполнит в этом проекте. Поэтому вы можете посмотреть, как получается сейчас очень сильно направлена, значит, стратегия проекта на холд монеты. То есть это вот ранги, которые способствуют накоплению монет у себя на аккаунте, да, на кошельке. Вот. И, в принципе, насколько я вижу, многие игроки действительно в этой тематике продвигаются достаточно быстро. Вот, либо, да, на биржах докупают монету, либо там через карту на сайте Valkyrie докупают монеты. Но в А я любом могу прямо случае, сейчас, знаешь, сказать, как вот конкретно на сегодняшнем своем да, давай. примере. Вот по поводу ходла, то, что ты говоришь, я держу 10-й ранг, и я вот рассчитывал, настолько у меня сегодня в аккурат тютелька в тютельку получилось, что после покупки вот этого котлета на Level Up, я когда тратил, у меня был, там нужно же 1250 монет с 9 на 10, вот, и у меня на счету 11 170, и еще на пендинге 220 монет. Вот, я понимаю, что хватает на level up, я делаю level up, захожу, и там сначала пересчет идет, они же с пендинга снимают там и с твоего, а потом пересчет делают уже, да? Вот, я Да-да. смотрю, сначала захожу, у меня 9800, там, знаешь, там 80 там, с чем-то монет. Я такой думаю, нормально все словил. И, короче, в этот момент становится понятно, что для меня сейчас нулевой баланс на счету – это 10 тысяч волкинов. То есть все, это вот я потом я все вернулось, у меня сейчас там 10 тысяч 70 волкинов, и вот получается, что все, я начал с нуля. Сейчас мне нужно понимать, для того, чтобы дальше развиваться, бриться и так далее, я не могу уходить ниже этой цифры. И также поступают многие, кто держит 10-е ранги. Соответственно, это вот как бы ходл, который вот, ну, очень прочный, такой фундамент именно для того, чтобы проект дальше развивался и рос, и чем больше людей на 10-х рангах, тем это лучше для проекта. Да, да, я думаю, что это еще воспитывается определенный, да, такой, скажем так, человеческое качество, как накопление, вот, и Да. накопление, и это как бы так, на будущее подушка безопасности, то есть в любом случае у вас будет такое количество монет, да, те же 10 тысяч монет, которые будут вас подстраховывать, вдруг, если вам нужно будет какие-то делать операции, даже у вас там на аккаунте,
Ну, даже Вот, если, смотри, мы пойдем от плохого, например, да, вот, условно говоря, какие-то проблемы там на игре, там на блокчейне, там или что угодно может происходить, да, ты попробуй продать котлетов, да, в этот да, да. момент. Вот, пожалуйста, у тебя есть монеты, да, ты можешь в любом случае, то есть это как вот и подушка безопасности, такой и фундамент, да, очень много функций выполняет. Поэтому HODL в проекте, когда у тебя есть в стратегии твоей, что ты хотя бы там за 25% или 30% своей добычи оставляешь в HODL, 30% ты ведешь на реинвест, 30% фикс. Ну, например, да, вот такая вот стратегия позволяет тебе вот, ну, как бы полномерно развиваться там и улучшаться в игре. Поэтому всегда должен быть, как бы, как если мы говорим про трейдинг, если мы говорим про конкретно про биржевой, то должна быть конкретная стратегия, да, и расчет на то, что вот сейчас тоже было обращение, парень, у него 4 котлета, там 4 шмотки, и он не знает, как дальше развиваться. Я говорю, ну а сколько у тебя есть дополнительных финансов для того, чтобы разогнать свой аккаунт? Он говорит, я не готов больше ничего там вкладывать и для того, чтобы развиваться. Соответственно, здесь два варианта. Либо человек неправильно рассчитал свой финансовый портфель, и у него нету каких-то средств для докупки, да, то есть у него нету USDT, как если мы говорим про биржу, да, для того, чтобы усилить свою позицию и откупать просадки. Да, и, соответственно, он либо неправильно зашел. Но если он зашел так, что прямо на всю котлету, то тогда, соответственно, стратегия у него сейчас одна – это накапливать. Да, это фармить и накапливать ресурсы для того, чтобы делать следующие шаги. Ну, это все. Поэтому намного выгоднее, когда у тебя всегда есть для балансировки твоего портфеля USDT, чтобы какие-то выполнять там манипуляции, что-то купить, где-то поймать какое-то движение. Точно так же и здесь. Заходишь в Волкин, у тебя обязательно должна быть какая-то сумма монет, да, ну, желательно, ну, либо USDT хранится на кошельке, да, либо, конечно же, Волкины, которые тут же можешь оборачивать и плюс держать ранги и получать большие награды. Да, да, я с тобой согласен. Тут надо, да, ребят, тут надо понимать, да, какие цели вообще вы преследуете. Вот, и нужно ли, скажем так, вкидываться по полной, вот, либо у вас другая цель, да, вы чисто там ходите, и чисто код этот для такой небольшого развлечения, там, свободно, ну, как бы, скажем так, вы играете и отводите душу, да, как вот некоторые люди курят, просто там 5 минут своего времени на это тратят, вот. И здесь, в принципе, то же самое. Либо вы погружаетесь в игру полностью и начинаете в ней разбираться, вот. А в принципе, разбираться вы можете, да, у нас в чате задавать вопросы, да, много ребят, которые уже в теме очень давно, да, они ответят вам на эти вопросы. Возможно, они как-то вас не удовлетворят, но у вас всегда есть такая возможность, да, перейти в премиум-чат, если есть такая, вот у нас, точнее, есть у нас такая функция, да, и в премиум-чате мы уже как бы будем максимально разъяснять, и каждый из нас, я, Ваня, там, Виталик, Саша, вот, и остальные ребята, которые состоят, мы будем прям детально разбирать именно ваш случай, да, и пытаться, соответственно. Конкретный кейс, да. Плюс еще, чтобы тоже ребята понимали по поводу премиум-чата. Премиум-чат – это ни в коем случае нет такого, что прямо вы туда заходите и попадаете как в какие-то такие идеальные условия для супер прокачки там вашего аккаунта, что на вас прям накинулись профики и давай его развивать вам, да? Нет, конечно, вы все делаете сами. Просто в премиум-чате есть возможность более структурированно получать информацию, там меньшее количество участников и все, в принципе, по делу. Да, какие у кого стратегии развития, то есть немножко отличается. Плюс премиум-чат – это не какая-то специальная такая для монетизации услуга, да, в которую можно попасть. Премиум-чат – это просто возможность для людей, которым интересно как сказать, донатить, да, нашему проекту, нашему чату, группе и всему движению, которое мы делаем в рамках развития Волкина, нашего развития Волкина и вашего развития Волкина и, в принципе, Волкина. Да? И то есть это возможность задонатить, попасть как бы в более такой, как это сказать, такой чат, более спокойная обстановка, более рабочая, да, и там уже получать больше профит, и вам просто будет больше внимания. Таким образом обстоят дела.
Поэтому Да. смотрите, да, для себя, потому что, нет, в премиум-чате по-любому будет качественная, стопроцентная информация, которую там можно использовать и получать с этого профит, да, но вы понимаете, что в первую очередь все зависит от вас самих, да, о том, как вы рассчитали, там, как вы заходите, как вы что делаете, какие шаги в дальнейшем, то есть можно сказать все, что угодно сделать, а как вы сами это сделаете, да, вот вопрос, на что вы готовы. Поэтому, да, делайте, как бы, принимайте для себя решения, делайте выводы, развивайтесь. Очень много информации в общем чате, очень много специалистов. И я вам скажу, что те ребята, которые в премиум чате, они постоянно и там находятся. Просто там такое более, получается, уединенное, что ли, да, такое общение. Да, мы, скорее всего, там более детально делимся информацией, да, то есть у кого какие коты конкретно, да, какие статы, конкретно что с чем бридится, конкретно какие гены, то есть надо, то есть мы заходим, видео там снимаем и так далее, то есть разбираемся по полной, да, то есть и нет такой, как бы, такого момента, что информация, которая будет в премиум-чате, она как-то выйдет за пределы. То есть все, что находится в премиум-чате, остается там. Вот, Опять поэтому же, да, есть вы, я думаю, да, понимаете, не у всех есть приватность. желание делать, да, вот, вот приватность, да, вот это слово, то есть такая Да, более да. приватная зона. Не у всех есть желание там, да, задавать вопросы как-то или обсуждать какие-то вопросы в общем чате, где есть определенная текучка людей, которые могут эту информацию как-то использовать, да, вот в своих каких-то корыстных целях там или еще что-нибудь. То есть, опять же, это такая вот зона приватная, в которой можно... Зона безопасности, да, зона приватности, Мгм. ну, то есть, да, тут у нас как бы нету такого резона вообще, потому как нам нужно проявлять максимальную свою лояльность в данном чате, да, вот, и показать вообще, что мы продуктивно проводим время, вот. Соответственно, тут уже лично ваше понимание, да, того, нужно ли оно вам или нет. Вот. Плюс Короче, чат есть, для тех, кому просто кайфово вот проводить так время, заходить в какие-то приватные зоны, поддерживать проект, получать больше информации, больше внимания. да. Наверное, И, вкратце в так можно сказать. принципе, все средства, да, которые данный чат получает, да, мы дальше инвестируем, как вот сейчас мы будем проводить, соответственно, розыгрыш, значит, на котах, которые вы сейчас будете играть, да. Ребят, кто был вчера, пожалуйста, значит, в принципе, объяснять уже не буду, да. Вот, в принципе, у нас уже, Вань, значит, 8 часов. Вот, мы сейчас будем Мгм. плавно переходить уже к нашему розыгрышу. А Значит, основной движухи! У-ху! да. Наконец-то призы и подарки, друзья, для вас. Да, значит, вчера у нас 2 человека. Это был Андрей и там, я уже не помню, как человека зовут, потому как у него там котик был на этом самом на аватарке. Вот, значит, Андрей, вот котик этот, они разделили первое место. И самое главное, что ребята, значит, выигрыш не забрали, а инвестировали его обратно в банк. Вот, для того, чтобы мы сегодня провели еще один конкурс, да, и, в принципе, мы их будем проводить целые 7 дней. Это действительно очень круто. Ежедневно, да. Да. Так, ну, в принципе, все. Ваня, у тебя микрофон не отключен, если что. Мгм. У тебя там водичка, вот, слышно. Так, ребятки, значит, рассказываю те, кто не знает, вот еще раз. Значит, сейчас кидайте, пожалуйста, ваши скриншоты, то, какое количество конфет вы нафармили на этот момент. Вот, соответственно, плюс у вас должен быть код с 0 по 5 уровень, на котором вы будете играть. Желательно, чтобы было, соответственно, 3 энергии. Ну, если есть меньше, ничего страшного. И то количество конфет, которые вы нафармите этим котом, мы такое количество монет вам зачислим на ваш аккаунт, на ваш счет. Вот, поэтому, пожалуйста, ожидаю. Количество конфет скидывайте, пожалуйста, в общий чат. Вот, Саша будет сейчас смотреть и подсчитывать. Соответственно, я это тоже буду делать. И Ваня, будем следить сейчас за чатом. Да, Иван уже в чате смотрит, у нас уже пошли фоточки. Думаю, уже у нас тут много кто вчера были, уже знают правила.
И поэтому мы сейчас быстренько все уже, да, по прокатанному пути, по протоптанной дорожке сейчас всех откатаем. Да, да. И вот сегодня все-таки, да, Сережа, если не ошибаюсь, задавал мне вопрос, да, почему ты это не делаешь, вот, значит, не перекидываешь котов всех на один аккаунт, да, и качаешь конфеты. Вот я вот сейчас действительно подзадумался насчет этого и, возможно, буду сегодня этим заниматься. Вот, и посмотрим, может быть, я догоню хотя бы кого-то, да, вот 10 тысяч монет у нас уже есть у человека. Ну все, ты участник первого тура, точнее, второго тура вот, с 10 тысячами. Вань, сколько у тебя вообще получилось нафармить на этот момент? Слушай, по какой подсвеченной энергии? Ну, сейчас было там 5880, что-то такое, немного. Но будет больше, видишь, еще на 1/10 больше сегодня стало в команде. Вот, и буду разгонять дальше. Как бы все по плану. Было вчера еще 9 котлетов, и из них было 7 на 10 и 2 на 8. Вот, уперся в гемы. А сегодня еще одна вот десяточка, поэтому и она, получается, днем у меня пришла, поэтому буду сильнее разгонять. Но опять же, там ребята, у кого уже там по десяточке, конечно, это не догнать. Но преимущество в том, что все анкомоны, кроме родного Барбока, да, и одной леги, это довольно-таки много энергии. Это не комонки, да, у них кажется, что вроде небольшая разница, но в сумме и плюс еще на расстоянии это довольно-таки много. То есть получается порядка там на 36 энергий, что ли, в месяц там больше, да, считай, чем у комонки. Поэтому это вот набегает, опять же, да, вот со временем. Но вот посмотрим, какой результат будет. Я не гонюсь особо сильно там за каким-то огромным количеством котлет. У меня есть свой собственный план торговый, так скажем, да, в плане котлетов. Я строго по нему иду, потому что получилось как, что если говорить о том, чтобы оформить конфеты, то у меня же было, получается, 14 котлет, да, и я бы, наверное, таким количеством больше конфет поднял, да, потому что винрейт хороший. Но, тем не менее, у меня по плану был переход на анкомоны, на 10-й, бреды, я ему следую по дороге, вот еще и конфеты собираю, посмотрим, что из этого получится. Так, ребятки, пожалуйста, скидывайте ваши скрины по количеству котлет. Ой, котлет, говорю, по количеству конфет. Вот. Мы сейчас будем, значит, ребят, еще раз подробно рассказываю, да, кто не в теме. Значит, нужно скидывать ваше количество конфет. Соответственно, мы выбираем 10 участников. Значит, те, у кого меньше всего конфет получилось, вот, соответственно, они играют своим котом с 0 по 5 уровень. И то количество конфет, которые он заработает за те энергии, которые он сыграет, то есть это максимум 3 энергии, вот, он получит такое количество монет на свой счет. Все это происходит в прямом эфире. Вы играете, мы вам платим за то, что вы нафармили конфеты. Да, это уникальная фишка, только в нашем чате может быть такое, никто еще не додумался, не догадался, вот, а у нас это есть. Ну, на самом деле, что значит никто не додумался? Мы додумались, мы догадались, мы часть этого проекта, поэтому кто бы это ни делал, как бы главное, что это происходит, и у вас есть возможность получить свои призы и награды, и катнуть, и кайфануть, потому что, как я считаю, что вот у проекта Волкин, ну, классное приложение, вроде как простое, да, оно кому-то хочется больше экшена и драйва, но, по сути дела, оно сделано для массового потребителя, и это как тамагочи такой, который всегда с собой, там можно прокачать котлета, что-то там получится там покатать, там как-то его одеть, увлекательно. Вот. Кому-то не хватает экшена и геймплея, но на самом деле это и преимущество Волкина. И самое главное преимущество – это, конечно, комьюнити. Как в любом другом проекте, самое главное – это комьюнити, что есть около проекта жизнь, да, люди, которые встречаются, знакомятся, общаются, делятся опытом, узнают что-то новое, и здесь бурлит настоящая жизнь. Вот это и есть сила проекта. То есть каждый, кто здесь присутствует, каждый, у кого есть это приложение, он участник и развивает этот проект. И это, конечно, здорово. Так, не вижу что-то скринов. Ребят, у нас вчера было очень много людей. Вот сегодня все то же самое.
пожалуйста, заходите. Кто еще не зашел, да, скажем так, если вы знаете, что у кого-то есть котлеты с 0 по 5 уровень, зовите их, пожалуйста, в чат. Вот, если люди не состоят в нашем чате, тем более зовите их, пускай они приходят, вот, и участвуют в наших конкурсах. Да, если не сегодня, то завтра. И каждый день в течение ивента Хэллоуин мы проводим наши мероприятия, раздаем призы и подарки, и это очень круто. Можно фармить и во сне, и наяву, что называется. Да. Пожалуйста, ребятки, да, зовите всех, у кого есть конфеты. Вот. Я имею в виду в приложении. Вот. И, соответственно, будем